Всем привет! Добро пожаловать на мой канал «Готовим с Ангелиной». Сегодня испечем очень вкусный пирог с грецкими орехами, яблоками и изюмом. Для теста нам понадобится 180 грамм мягкого сливочного масла. Его нужно немного размять. Добавляем к маслу 200 грамм сметаны. Хорошенько все размешиваем до однородной массы. Постепенно всыпаем просеянную муку, щепотку соли, пол чайной ложки ванилина и 1 полную чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем сначала лопаткой. Затем всыпаем еще муку и замешиваем тесто рукой, собирая его в комок. Подсыпаем муку и 1-2 минуты замешиваем тесто на столе руками. Затем тесто нужно будет положить на 20-30 минут в холодильник. Всего в тесто муки у меня ушло 320 грамм. Теперь сделаем ореховую начинку. 150 грамм грецких орехов измельчить в блендере в среднюю крошку. Можно порубить ножом или измельчить скалкой. Добавляем к орехам 200 грамм сахара и хорошенько перемешиваем. Все, ореховая начинка готова. Теперь в миску кладем марлю, сложенную в 3 слоя. И 1 килограмм яблок очищаем от кожуры. И яблоки натираем на крупной терке. Затем с яблок отжимаем сок. Сок можно просто выпить. Возвращаем яблоки в миску и просто ложкой так разбиваем комок, чтобы потом удобнее было класть их на тесто. Еще понадобится 100 грамм чистого, промытого и обсушенного изюма. Охлажденное тесто разрезаем на 2 неравные части. Присыпаем стол мукой и будем раскатывать большую часть теста. Я раскатываю в круг толщиной примерно 4-5 мм. Перекладываем тесто в форму, покрытую бумагой для выпечки. Диаметр моей формы 32 сантиметра. Разравниваем тесто по форме. Оставляем бортики высотой примерно 2-2,5 сантиметра. И первым слоем выкладываем яблочную начинку. Равномерно распределяя ее по тесту. Вторым слоем выкладываем ореховую начинку. Также равномерно распределяя ее по поверхности. Оставляем где-то столовую ложку на посыпку пирога. И сверху выкладываем по всей поверхности изюм. Присыпаем стол мукой и будем раскатывать
меньшую часть теста. На раскатку у меня ушло еще 20 грамм муки. Раскатываем в круг толщиной примерно 3-4 миллиметра. Верхний слой должен быть чуть тоньше, чем нижний слой теста. Перекладываем тесто на начинку. Разравниваем его и соединяем края теста. Хорошенько соединяем края, чтобы пирог во время выпечки не раскрылся. Теперь формируем бортики, загинаем тесто и как бы прижимаем его, вот как показано на видео. Делаем отверстие ножом, либо можно всю поверхность проткнуть вилкой. Со всех сторон обмазать пирог яйцом. И сверху посыпать отложенной нами ореховой посыпкой. Выпекать пирог 25-30 минут при 180 градусах. Пирогу дать остыть, и при желании можно посыпать его сахарной пудрой. Затем разрезать пирог на кусочки. И все, он готов, и можно им наслаждаться. Вот такой пирог в разрезе получается. Желаю всем хорошего настроения и удачной вам выпечки.